Всем привет, друзья! Я Ксения Назарова и рада приветствовать вас на своем творческом канале «Красота в деталях». За окном у нас уже вовсю весна и хочется цветов. Самый мой любимый цветок – это, конечно же, наверное, все-таки остается роза. И из чего только я уже не делала на своем канале эти розочки, и большие, и маленькие, из атласных лент, и из репсовых лент, и из фоамирана, конечно же. И вот, пожалуй, не делала я розочки из парчи. Подумала я и приобрела, недолго думая, вот такую вот прекрасную металлизированную ленту или ленту парчу шириной 5 сантиметров. И вместе с ней, близкого к ней оттенка, тоже ленту парчи шириной 12 миллиметров. И результат моего эксперимента вы уже можете видеть на моем платьице. Эта брошка уже живет на моем наряде, чему я очень рада и чего вам желаю. При помощи сегодняшнего подробного мастер-класса мы с вами будем делать вот такую вот розу-брошь с маленьким бутончиком и с прекрасными листочками. Розочка это вообще это лента металлизированная, она отлично держит форму, но при этом она тонкая и очень-очень легкая. Когда смотришь на эту розу, даже возникают такие ассоциации, что это или хрустальная роза, или стеклянная роза. Вот она отлично отражает свет, и на вечернем мероприятии будет смотреться очень оригинально. Друзья, через несколько минут мы начнем наш видеоурок, а я хочу сказать слова благодарности вам, мои дорогие подписчики, за ваши теплые комментарии, за постоянное внимание к моему каналу. И я надеюсь, что так будет и продолжаться и дальше. Я постараюсь вас радовать какими-то интересными вещами, оригинальными украшениями и так далее. Также я хочу сказать, что вот с наступлением весны меня и моего супруга посетило, конечно, вдохновение. Помимо цветов, я еще очень люблю поэзию. Мой супруг, он любит песочную анимацию, он рисует песком, и поэтому мы решили запустить еще один канал, где будут звучать прекрасные стихи известных поэтов и поэтесс, и будут присутствовать картины из песка. Пожалуйста, прошу любить и жаловать. Проходите по ссылочке снизу на наш новый канал. Ставьте лайки, поддержите, пожалуйста, нас. Мы будем вам очень-очень благодарны. А сейчас давайте начнем наш видеоурок. Итак, друзья, для изготовления нашей брошки, розочки, нам потребуется металлизированная лента либо лента парча. Для самой розы и лепестков я взяла ленту парчу розового цвета шириной 5 сантиметров. И для листиков розочки вот таких вот взяла тоже ленту парчу шириной 12 миллиметров. Также для работы нам потребуется пинцет, зажигалка, линейка, ножницы, иголка с ниточкой, круглый шнур. Вот у меня резинка круглая вот такая, либо круглый шнур, либо сутажный шнур для стебельков наших листочков. Немного фетра для основы розы, булавка или фурнитура для броши. И вот у меня будет ткань сверху закрывать изнанку брошки, это искусственная замша, но можно также воспользоваться и фетром. Также для работы нам понадобится термоклей. Итак, вначале приступим к изготовлению лепестков розы. Вот у меня уже здесь заготовлены эти лепесточки. Выглядят они вот таким образом. Для этого нам нужно взять отрезок ленты шириной 5 сантиметров и отмерить отрезок 3 сантиметра. Еще также хочу сказать такой нюанс, что в принципе эту розу можно изготовить не только из ленты шириной 5 сантиметров, но также и взять стандартную ленту шириной 2,5 сантиметра. Вот я таким образом продемонстрирую вам. То есть если мы разрежем вдоль ленту
95 сантиметров как раз у нас такая лента и получится. А лепесточек розы можно изготовить также из более узкой ленты. Сейчас я это покажу. Просто он будет немного более узким по ширине. Все краешки мы проходим зажигалкой. Огонь у зажигалки минимальный должен быть, либо средний, потому что лента парча, она очень легко воспламеняется, легко оплавляется. От большого огня она может загореться. Итак, мы берем в руки отрезочек, находим серединку и загибаем краешки к серединке, делая такой самолетик. Вот эту вершинку треугольника маленькую мы отгибаем назад, буквально несколько миллиметров, и складываем напополам в сторону от себя. Вот этот краешек мы зажимаем пинцетом, совсем маленький уголочек, и приплавляем огнем зажигалки, чтобы зафиксировать в таком состоянии. Приживаем. Такой вот лепесточек у нас получается. Далее, так как розочка у нас будет волнистая, мы обрабатываем наш лепесточек огнем зажигалки и пальчиками растягиваем, делая волнистый край по всему лепестку. Такой вот лепесточек у нас получился. Дальше мы складываем его пополам вдоль длины и отгибаем краешки. Еще раз по краям, делая вот такую вот складочку. Приплавляем огнем зажигалки. Также вот этот краешек нам не нужен, мы срезаем его на уголок, делая лепесточек более пологим, и приплавляем тоже огнем зажигалки. И получаем вот такой лепесток. Покажу еще раз. Сейчас я показываю на ленточке шириной 5 сантиметров. Мы отмерили, здесь у нас 3 сантиметра. Намечаем серединку, складываем самолетик. Отгибаем маленький краешек треугольника и складываем напополам от себя. Зажимаем пинцетом маленький уголок, приплавляем зажигалкой, фиксируем, расправляем лепесточек, делаем волнистый край. Если мы оставим, не будем обрабатывать краешки лепесточка, просто получится другой сорт розочки, но тоже будет красиво смотреться, я думаю. Поэтому, друзья, экспериментируйте. Делаем складочку.
Такой лепесточек получается из ленты 2,5 сантиметра шириной. Немножко более мелкий, нежели лепесточки из ленты 5 сантиметров шириной. Сейчас мы займемся серединкой розочки. Да? Вот такая вот у нас должна получиться серединка для волнистой розочки. Что для этого мы делаем? Заранее я отмерила отрезок от ленты шириной 5 сантиметров и длиной 25 сантиметров. Далее мне нужно отмерить с одного краешка по 3 сантиметра и превратить нашу ленту в отрезок шириной 3 сантиметра. Воспользуюсь английскими булавочками. Сразу оплавим место среза. Берем в руки заготовочку длиной 25 сантиметров, шириной уже 3 сантиметра и отгибаем такой треугольничек, закрепляем в таком состоянии, приплавляем его. Тем временем у нас разогрет горячий термоклей. Держим к себе. Здесь у нас уже загнут треугольничек. Отступив где-то примерно 1 сантиметр, мы отгибаем ленту назад, образуя второй треугольник, но уже с другой стороны. И фиксируем на капельку клея наш треугольник в таком состоянии. Разворачиваем и также отгибаем еще один треугольник назад. И также фиксируем капелькой клея. Также поступаем со всей лентой, пока она не закончится. Несколько треугольничков у нас получится. Ну и последний треугольничек отгибаем назад, подрезаем оставшуюся ленточку и спаиваем при помощи пинцета и зажигалки. Такая заготовка у нас с вами получилась. Таких нам потребуется 2 штуки для сердцевинки большой розы и для сердцевинки розочки бутона поменьше. Теперь также острые краешки мне не нужны, я их скругляю и обрабатываю также все края, делая волнистый край. Подплавляю, разогреваю огнем зажигалки и пальчиками растягиваем ленту.
Скругляю острый уголок. Такая заготовка у нас получилась. И теперь будем ее сворачивать. Для этого нам потребуется нитка с иголкой. Я ее сошью. Скручиваем нашу розочку, чтобы лучше она смотрелась. Я вот делаю небольшие вот такие складочки и формирую лепестки вот таким вот образом. Складываем так, чтобы нам нравилась наша сердцевинка, и просто я сейчас зафиксирую ее, прошив, зафиксирую все складки, которые я сделала, прошив иголкой с ниткой. Когда сердцевинка готова, берем лепесточки. Я заранее их сделала, у меня где-то здесь 25 штучек примерно, но на одну розочку нам понадобится поменьше лепестков. Итак, мы берем заготовку, основу для розы. Это у меня кружочек из фетра диаметром 2,5 сантиметра. Первые лепесточки мы клеим прямо к сердцевине розы на горячий клеевой пистолет. Пять лепесточков я буду клеить к сердцевинке нашей розы. Можно немножко укоротить нашу розу, ее стержень, срезав лишние хвостики лепесточков и приплавив огнем зажигалки. Теперь первый и второй ряды розочки мы клеим лепесточки непосредственно на кружок фетра. Вот таким образом. Их где-то получится по 6 штук. В шахматном порядке к первому ряду подклеиваем второй ряд лепесточков, и хвостики наших лепестков встают как раз в промежутке между лепесточками второго ряда. Уже я клею их не плашмя, а немножечко в таком приподнятом состоянии фиксирую на клей, чтобы розочка была у нас более пышная. Клей очень быстро застывает и фиксирует наши лепесточки в нужном состоянии. Ну вот, два первых ряда розочки у нас готовы, 6 лепестков первый ряд, 6 лепестков второй, наклеены друг между другом в шахматном порядке. И теперь можно вклеить сердцевинку нашей розочки.
при желании можно вклеить еще несколько лепесточков, чтобы роза была более пышная. Можно сделать лепесточки немножко покороче, чтобы удобнее было вклеивать. Клеить при помощи пинцета, чтобы не обжечь пальчики. Большой цветок у нас готов, и теперь можно заняться бутончиком поменьше. Вот ровно такая же заготовочка, как и в серединке большого цветка, но, как я уже говорила, из ленты шириной 2,5 сантиметра, или, как я поступила в своем случае, просто разрезала пополам широкую ленту, и также, загибая треугольнички, аналогичным образом можно сделать еще дополнительную оборочку для маленького бутона. Я ее уже сделала, зафиксировала складки при помощи клеевого пистолета, как мне нужно. И вот сейчас подклею к маленькому бутону и получу такую маленькую волнистую розочку. Еще одну. Подклеиваю на горячий термоклей. Пользуйтесь пинцетом, чтобы не обжечь пальчики. Наши цветочки готовы. А теперь можно заняться листиками. Цвет моих листочков немножко отличается, другой оттенок. Таким образом у нас будет очень такая более объемное изделие. Значит, розочку я подклею к стебельку. Роль стебелька у меня будет играть вот такая вот резинка, круглый резиновый шнур. Или просто какой-то круглый шнур. Обязательно резиновый. И на каплю клея фиксирую к нашей розочке, отрезаю лишнее, и сейчас для розочки сделаем из тонкой ленты небольшую юбочку. Для этого возьму несколько маленьких отрезков, а именно 3 штуки. Длина примерно 4 сантиметра. Заострим их по краям. Обработаем зажигалкой. Дальше согнем их, вот немного согнем их напополам, вот, чтобы получилась такая птичка. Зафиксируем в таком состоянии и будем закрывать нашу розочку. Закроем стебелек и изобразим чашелистик.
Малый цветочек у нас готов. И теперь нам нужно сделать вот такие вот листики на стебельках. Для этого возьмем тонкую ленту шириной 12 миллиметров и приготовим 3 отрезочка длиной 11 сантиметров. Сложим их в стопочку друг на друга и согнем пополам. И получим 6 пластинок вот таких вот. Далее мы в том месте, где у нас сгиб, отрезаем уголочек. На уголок отрезаем и сплавляем зажигалкой. Прижать пинцетом, убедиться, что все слои у нас сплавились в единое целое. И вот мы имеем вот такую вот слоенку. Вот такую слойку в 6 пластинок. Те, которые 2 в самой серединке, мы отгибаем от середины в сторону. Таким вот образом. Далее берем правую лапку и загибаем ее к серединке тоже. Затем то же самое делаем с левой. Немножко внахлёст друг к другу сворачиваем наш листочек. Таким образом. И также поступаем с крайними отрезками. Вот таким образом у нас сформировался прекрасный такой объемный листик. За счет того, что лента блестящая, отлично отражает свет, вся фактура листика у нас будет еще более заметно, еще более рельефно смотрится. Отрезаем все лишнее, обязательно сплавляем все слои ленты огнем зажигалки. Прижимаем. Ненужные краешки можно вот скруглить таким образом и запаять. Разогреть огнем, запаять, придавая такую округлую форму все-таки нашему листику. Таким образом, для нашей брошки нужно таких листочков сделать 5 штук. Такие вот листочки у нас получились. Дальше нужно их прикрепить к воображаемым стебелькам. Для этого я у основания лепесточка намечаю серединку воображаемую и делаю такой залом, складываю листочек напополам, таким образом. И на капельку клея зажимаю наш листочек вместе со стебельком, помещаю в серединку стебелек и вместе с клеем делаю складочку. Получаем вот такой листик на стебельке. Теперь будем составлять нашу цветочную композицию. Я воспользовалась небольшим отрезком тонкой атласной ленты, чтобы зафиксировать мои все стебельки в нужном мне расположении. Атласная ленточка шириной 6 миллиметров.
один элемент готов, 2 листочка с розочкой и 3 листика еще отдельно закреплю. Теперь осталось все подклеить к нашей розочке. Для того, чтобы закрыть изнанку брошки, я вырезала небольшой кружочек из материала искусственная замша, близкая по оттенку. Обработаю по краю огнем. Приклею застежку. Мы приклеили застежку, и наша брошечка готова. Спасибо за внимание, друзья. Если вам понравился мой мастер-класс, поставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями и до новых творческих встреч. Пока-пока!